Так, всем доброго вечера. Начинаем новый стрим. Ну, почти все работает. Вот тут только камеры не вижу. Вот. Теперь все вижу. Итак, все, значит. Ну, начнем с новинок
что у нас есть, чего у нас нету, новенькое всякое разное. Во-первых, опять появилась ссылочка «Купить рекламу». Что-то она у нас... Ну, в принципе, ладно. С учетом того, что вот появилась. Вот внизу экрана видим букву рекламы. Если переходите по ссылке, попадаете на донатный сервис от Kiwi, оплачиваете и в качестве сообщения пишете ту рекламу, которую хотите здесь увидеть, слышать, увидеть. И под этим словом реклама будет яркий оранжевый прямоугольничек крутиться, и в нем все желающие, умеющие читать, смогут прочитать, что вы там прорекламировали. Объявление ограничено 200 знаков, включая пробел. Поэтому вспоминаем, что такое краткость и почему она сестра таланта. И спокойненько пишем. Реклама будет размещаться здесь ровно 30 дней. То есть с 1 по 1, с 10 по 10. И больше не будет той гонки, где более богатый включал рекламу, и она была дольше, чем у более бедного. Здесь будет размещаться несколько объявлений, точнее сказать 20 штук, и будут по очереди менять друг друга. И все. Поэтому, на мой взгляд, так будет лучше. И как только захотите, ссылка в вашем распоряжении. Ну и в принципе нового больше ничего и нету. Со временем, не знаю, следующий выпуск, может через выпуск, может через 2 выпуска. Но пробую сделать так, чтобы везде было... как сказать, везде было? Везде работал мультичат. Сейчас я протестирую его и заодно посмотрим, работает или не очень. Вот сейчас пишу 3 единицы во ВКонтакте. Так, я вижу. А у вас почему-то не отображается. Так, проверим, что у нас в YouTube. В YouTube пишу в 3 двойки. Ну и здесь та же история, только немного наоборот. Я вижу, а у вас нет. Ну, ничего с этим не поделаешь, будем работать, исправлять. Но пока можете под трансляцию оставлять свои сообщения. Я увижу. И может быть я донатные ссылки должны работать. А если не работают, значит там сообщение ваше точно будет. А если видео пришлете, то видео тоже будет доступно для всеобщего просмотра.
Ну а пока переходим к вопросам, которые вы наприсылали. И под номером 1 идет вопрос о запрете Евросоюзом криптокошельков, которые родом из России. Ну, хочется в очередной раз сказать, ребята, учите русский язык, а самый лучший способ выучить русский язык – это прочитать много-много толстых книг. И желательно, чтобы они были написаны в прошлом веке или даже в позапрошлом веке. То есть в 20-м, 19-м. То есть те самые скучные толстые книжки, которые вас заставляли читать в школе. Человеческий мозг так устроен, что чем больше вы будете потреблять информации на классическом русском языке, тем больше классического русского языка будет исходить от вас. То есть в манере вашего общения. А красиво говорить – это всегда хорошо. И с учетом того, что люди, которые писали те самые книжки, они были не глупыми людьми и писали достаточно интересные, хотя для современного пользователя немного мутные произведения. Но эти произведения заставляют человека думать. А если вы начнете думать, то половина ваших вопросов будет решаться сама собой. Вот, например, вот этот самый вопрос о запрете криптокошельков. Во-первых, криптокошельки специально создавались для того, чтобы никто не мог наложить ни какие-то санкции, ни запретить, ни разрешить, ничего. То есть есть группа людей, которые пользуются криптокошельками. Ну, к примеру, условная группа людей. Они оплачивают друг другу услуги, оплачивают сервисы, оплачивают то, оплачивают все. Просто деньги друг другу дают. И никто это не может запретить, никто не должен уметь отследить. Но с отслеживанием проблемы есть, потому что, если вспомним последние вольные деньги Лешки Навального, то как легко все пополнения его биткоин-кошелька расползались по интернету, все мы хорошо видели. Ну а то, что касается запрета, могут запретить работу некоторых бирж, которые как-то сильно связаны с государством, которое это запретило. В данном случае Америка, Европа. И тогда, если вы регистрировались на этой бирже как гражданин России, то есть указывали свою страну в России, номер телефона, +7, то все это будет обозначать, что на ваши платежи не будут проходить через эту биржу. Если же у вас хватило ума, хватило денег купить какой-нибудь электронный кошелек, механический, как это называют, не знаю, Ledger, Keystroke, там полно всякого разного, не буду говорить, какой лучше, какой хуже. Просто. То как вам запретят? Опять же, если мы говорим чисто про россиян, я знаю полсотни бирж, которые позволят
как перевести ваши деньги, вернее, как обменять ваши криптовалюты на другие криптовалюты или, например, на обычные рубли. И что-то мне подсказывает, что никакой запрет Евросоюза, Америки на эти биржи не повлияет. Ну вот как-то оно все так. Может быть, да, не спорю, может быть, будут какие-то странности, глюки, еще что-то. Ну, например, потому как реагируют биржи, которые, по идее, и не должны на это никак реагировать. Ну, запретили, значит, запретили. Разрешили, значит, разрешили. Но на одной бирже предлагают, а может быть, вы просто возьмете и смените страну в настройках. Были россиянином, напишите Сербия и будете сербом. И все. Поэтому, я не знаю. Я считаю, что вся эта ерунда, ну, даже выеденного яйца не стоит. Ну, как-то вот так. Следующий вопрос. Правила дорожного движения для электросамоката. Вот если честно, я в этом плане очень и очень недоволен. Есть люди разных возрастных групп. Детишки, там, взрослые. Вот вы, любой взрослый человек может получить права, достигнув 18-летнего возраста. И вот я бы приравнял все эти самокаты, электросамокаты, велосипеды и прочую вот эту двух-трехколесную хрень к данному ограничению возрастному. Если у тебя есть права, ты можешь ездить по улице на этом самом самокате. Соблюдай все правила. Если нарушаешь эти правила, то, соответственно, штраф тебе прилетит. Но тут да, на каждый электросамокат номер не повесишь, поэтому в правилах ограничили скорость, вес и еще куча разного немного просто уточнить. Переходить улицу только пешеходом. Ну и далее тому подобное. Но я бы просто запретил. Есть стадионы, есть площадки, где можно кататься. Вот там катайтесь. Есть пешеходный тротуар. Вот езжай по этому пешеходному тротуару со скоростью пешехода и никому не мешай. Как-то, в общем, так. Ну, черт с ними. С самокатами. Лично мне они просто не нравятся. Хотя да, в детские годы у меня тоже был самокат. Электрических тогда еще не придумали. Но был и был хороший.
Вот Барат Сагдиев передает привет и сообщает, что он из Казахстана, города Пушкир. Ну, а я из России. Следующим вопросом идет: укры попытались взорвать мост в Крым. Да, это, наверное, самая громкая новость за прошедшее время. Попытка была осуществлена, по-моему, то ли 4, то ли 5 человек погибло. Но движение по мосту уже на следующий день открылось, не в полном объеме, но открылось. Поэтому никакого особенного ущерба это все не принесло. Ну так. Захотели выпендриться, выпендрились. Зато не знаю, был ли это ответ или это новая стратегия нового генерала по проведении специальной войсковой операции. Но 2 дня мы наблюдаем за тем, как тихо и спокойно Украину освобождают от электричества. О чем я в целом общаюсь? Люди подписываются на мой аккаунт в Бусти, задают вопросы, и эти вопросы в прямом эфире обсуждают. Может быть и политика, может быть и самокаты, может быть все что угодно. Никакой цензуры нету, то есть любой подписавшийся человек может задать любой вопрос. И, соответственно, услышит по этому любому вопросу мое мнение. Просто когда весь этот стрим задумывался, все вот эти вопросы были на экране. Ну, часть сервисов резко стала украинскими и перестала работать с Россией. И поэтому теперь ваши вопросы я вижу, а вы их не видите. Ну, со временем доработается, и, глядишь, и у нас что-то заработает. И вот так вот плавно, потихоньку от взорванного моста переходим к нашему ответу. Если это новая стратегия по зачистке Украины, то да, это хорошо. Если это разовая акция, день, два, три побомбим, потом опубликуем то, что это было предупреждение, и начнем все сначала, то тут уже радоваться нечем. Кстати, когда за эти пару дней я уже поднимал этот вопрос, то, что в мою группу ВКонтакте попадают всякие разные персонажи, которые пишут сообщения, типа, вот смотрите, здесь взорвали то, взорвали это, и вот видео, прямой эфир, все то же самое, и ссылка на какой-нибудь телеграм-канал. Причем было бы удобно все списать на Укр, но просто сейчас все телеграм-каналы практически рассказывают нам про, про Украину с той или другой стороны. Самые громкие события, опять же, как ни крутя, связаны, опять же, так или иначе, с Украиной. Пришлось в своей группе сделать так, что до моего разрешения эти сообщения никто не видел. Но они все равно попадали. А вот как только пошел наш ответ, все эти сообщения пропали. То есть вот 3 дня ни одного сообщения подобного рода в моей группе ВКонтакте нету. Может быть, интернет вырубили, может быть, еще что-то.
Как-то так. В интернете зато теперь гуляет шутка. Опять позвонили из службы безопасности Сбербанка. Спросили, за что. Также сообщают, что Иван Гай жгет 2000 рублей. И сообщает, что вот так же где-то горит Крымский мост. Вот лично я, а я могу говорить только за себя от своего имени и все тому подобное, никогда не смотрел видеоролики с Иван Гай. Не был его подписчиком. Он мне никогда не нравился. Не в смысле как человек. Как человек я его не знаю. А просто, не нравится внешне, не нравится манера говорить, не нравится то, не нравится все, поэтому я его не смотрел. Сейчас я его тоже так же смотреть не хочу. Да, ссылку скинули, посмотрел, как он там бухтит и 2000 ждет. Ну, те детишки, которые его смотрели, потихонечку растут. А смотреть этого клоуна во взрослом виде не сильно хочется. Новые, новое поколение, оно воспитано уже на коротеньких видео. Причем, когда я говорю коротенькие, это 20-30 секунд. То есть, да, они пользуются Ютубом, но не так, как, допустим, мое поколение, молодые группы. Взять, например, тот же ТикТок, я не понимаю, как его можно смотреть. Не в смысле в техническом плане, а просто что там интересно. Ну и, соответственно, от некогда сильно популярного блогера идет небольшой спад подписчиков. И надо что-то сделать, чтобы показать, вот он, смотрите, я тут, я есть, подписывайтесь быстрее на меня и все остальное прочее тому подобное. Ну а так как весь окружающий нас мир крутится теперь вокруг Украины, можно либо сказать, я поддерживаю Россию, я против России. Взорвался мост, надо что-то сказать про мост. Вот он сказал. Может быть, получит что-то, может быть, не получит что-то. Иван Гай в своем роде, здесь такой не один. Сразу после того, как мост взорвали, мажористая лошадь начала публиковать фотографии, видеозаписи. Вот смотрите, вот крымская автозаправка, 1000 машин в очереди. Покупают бензин и в бак, и по 5 канистр в багажнике еще стоит. Вот магазин. Вот смотрите, вот пустые прилавки. Купили гречку, купили туалетную бумагу, все скупили, ничего нет. Проходит примерно 20-30 минут, вот, мэр Крыма запретил людям в магазинах покупать больше 3 килограмм бакалеи. А потом мэр Крыма пишет, что никакого ажиотажа нет, бензин есть, продается в нормальном виде, как и раньше продавался, ни больше, ни меньше. В магазинах как были люди, так они и есть. Какого-то повышенного ажиотажа, спроса нету. Товары в наличии, все есть. Потом появляется запись о том, что вот смотрите, Укры публикует пустые прилавки после того, как разбомбили мост. Фотография была опубликована в первый раз в 2012 году или в 2014. И связано с тем, что в одном крупном магазине просто сделали фотографию во время перерасчета. То есть проводили ревизию, товар убрали, посчитали, пустую полку сфотографировали, выложили совсем с другим контекстом.
Ну а потом возвращается мажористая лошадь и начинает рассказывать о том, что она же не сама по Крыму ездит, есть люди сообщают, и вот люди ее обманули. Но проверить эту информацию можно примерно за 5 минут. Это мне за 5 минут. А при деньгах, при связи к мажористой лошади, я думаю, еще быстрее можно. Однако нет, зачем? Мы лучше напишем, получим пачку хайпа, на нас подпишутся, донатики скинут опять же, рекламка будет дороже. И все так, далее и тому подобное. Поэтому не знаю, как у кого, но лично у меня вопросов нет. Ну, сжег 2000 рублей. Соответственно, стал на 2000 бедней. Мог бы там себе, я не знаю, что-нибудь купить. Ну, предположите сами, что он мог себе купить на эти 2000 рублей. Ну и все. Также в интернетах начали сообщать о том, что прокуратура начала вручать пользователям Инстаграма и Фейсбука, которые принадлежат компании Мета, запрещенной в России, письменные предостережения о том, что пользоваться этими социальными сетями запрещено и грозят куча там штрафов, вплоть до уголовного срока. Ну, поискал, погуглил, нашел одно уведомление. Один пользователь получил такое, но забыл сообщить ссылки на свой Facebook и на свой Instagram. Лично я как пользовался Инстаграмом, так и пользуюсь. Среди подписчиков пропало бы огромное количество блондинок с накачанными губами, которые учили, как правильно достигать цели, идти к результату, или достигать результата, идти к цели. Вплоть до того, что можно выучить английский язык по методу Илона Давыдовой версии 3.5.10.8.7 примерно за месяц или даже за 2. Но за 2 это если еще половину испанского. Вот такие персонажи пропали. А обычные пользователи, да, кого-то не стало. Но в основной своей массе, на кого я был подписан, как публиковали, так и публикуют фотографию, как меняемся лайками. Как раньше менялись, так и сейчас меняемся. И ни один из моих знакомых не получал какого-либо прокурорского предупреждения, предостережения. Ну, может быть, да, может быть. Так как компанию Мета закинули еще в какой-то список не сильно полезных программ компаний. Может быть, эти самые сервисы Инстаграма, Фейсбука, еще что-нибудь как не то. Но я помню выступление какого-то товарища из Государственной Думы, который хорошим русским языком внятно и четко произнес, что если пользователь не будет нарушать своими постами, публикациями, фотографиями и видео, файлами действующее законодательство Российской Федерации, то к нему никаких претензий быть не может. Даже если он будет пользоваться запрещенными Фейсбуком и Инстаграм.
Поэтому подождем, когда появится второй, третий, пятый, десятый, и тогда уже примем решение о том, что пользоваться ли данными социальными сетями или нет. Фейсбуком я задолго до его запрета перестал пользоваться, но Инстаграмом как пользовался, так и пользуюсь. И на данный момент буду продолжать пользоваться, потому что данная социальная сеть мне нравится. Если в этой данной социальной сети не искать нацистов, не подписываться, не лайкать, то встроенный робот не будет вам в качестве рекомендаций подсовывать подобные фото и видео. В Инстаграме я смотрю фотографии, разделенные на 4 группы. Девчонки, машины, кошки, архитектура. И все, и больше ничего. Ну, есть 5-я группа, я подписан на ряд как отечественных, так и зарубежных актеров. Ну, получается 5 групп. Знаменитости, девчонки, машины, кошки и архитектура. И я вижу только эти фотографии. Не только эти, на кого я подписан, есть еще куча всяких рекомендаций, то все. Но несмотря на то, что я подписан на ряд актеров, которые приезжали в Киев, показывали там свое одобрение действующими событиями, писали всякие посты про то, что Донбасс это одно, а Киев это совсем другое. Я в любом случае я не вижу засилия каких-то украинских флагов, нацистских лозунгов и еще чего-то. Они есть, да, я не спорю, они есть, их там много есть. Но лично я как-то обхожусь. Не то, что я их обхожу, они меня обходят. Хотя, да, согласен, бывает изредка некоторые комментарии появляются от какого-нибудь озабоченного укра. Ну, а где их не бывает? И на Ютубе бывает, и во ВКонтакте бывают. Везде они бывают. И ничего с этим не поделаешь. Ну да ладно. С новостями покончили, переходим к киносериальной части. А в киносериальной части мы поговорим о фильме и сериале. Ну, начнем с фильма. «Лучшие в аду». Фильм Пригожина. И если честно, этот фильм был бы супер-пупер крутым боевиком, если бы господин Пригожин, а в данном случае речь идет о владельце Вагнера, частной военной компании, попросил бы о помощи какого-нибудь человека, кто разбирается в кино. В начале фильма нам показывают группу камуфлированных человечков, и внизу подпись: белые наши, желтые укры.
Вот так мы сидим здесь, надо пройти по этим 3 домам, туда зайти, оттуда увидеть, передать сигнал, наша цель такая. Ясно, понятно, выступаю. В то же время показывают других зеленых человечков, которые отличаются от первых только другим цветом повязки. О, к нам идут белые. Так, встречаем, гасим. И весь фильм мы смотрим кино не про какую-то там военную операцию музыкантов, а о том, как взрослые люди бегают с автоматами, стреляют. Ну, если честно, все это похоже на не на документальное кино, а набрали студентов-первокурсников с какого-нибудь актерского института. Так, ребят, вот был бой, и вы должны показать, как этот бой шел. И вот они бегают, изображают. В фильме показан героизм, показана самоотверженность, показана. Ну, я вот набрался сил, вот просмотрел от начала до кино, все, от начала до конца весь фильм, без перерывов. Но если честно, мне вот за этот чуть больше там 1,5 часа, сколько там, 1:40, сейчас 50 идет, 1:40 с чем-то. 10 раз хотелось выключить и уйти. Интересный поединок, интересная схватка, интересно. Но с какого перепуга я должен болеть за этих зеленых человечков, а не за тех? Да, я понимаю, вначале сказали, эти наши, те не наши. Но на экране они ничем не отличаются. Если взять и перемотать, ты уже не будешь понимать, то ли те пошли в контратаку, то ли эти все еще наступают. Нам просто показывают, как, вот смотрите, вот эти идут из точки А в точку Б, а эти им где-то там на середине мешаются. Поэтому давайте мы снайпера сюда, бахнем из гранатомета туда, передадим по рации, чтобы прилетело сюда, и вот это все показывает, вот это... Главный герой есть? Есть. Ну, чтобы за главного героя переживать, нам нужно что-то личное. Ну, показать, что этот главный герой не просто какой-то там наемник из частной военной компании, о том, какой он человек, о чем он думает, о чем переживает. За весь фильм подобных моментов, ну, не знаю, один, может быть, два. Вот мне запомнился только один. Военному попадает хорошее ранение в ногу, перебивает вену. Сейчас мы тебя затянем, сейчас мы тебя вылечим, сейчас мы тебя уколем. Тот хрен вам ничего не получится. Снимает каску. В каске прикреплена фотография жены и дочек. Посмотрел, взял гранаты, выбежал. Взорвал себя, пулеметчик и еще там рядом один сидел. Героический поступок. Героический. Но почему за него переживать? Мы видели, если бы мы видели этого военного в каких-то обычных жизненных ситуациях, не во время войны, стрельбы, там, грома, дыма и всего прочего, а вот он со своей семьей идет в магазин, помог Жене пакетики донести, с дочками поиграл где-то во что-то. И совсем другая бы ситуация сложилась с просмотром этого фильма. Хорошее кино? Да, хорошее. Хочется его смотреть? Нет, не хочется. Пересматривать его? Да ни за что в жизни. И кроме вот такой вот более личной проработки героев, я бы добавил еще какой-нибудь хороший саундтрек. Вот вспомните кино «Гранит».
где в саундтреке Шнур там поет песенку. Наш отряд стоит как гранит и все тому подобное. Да, кино хорошее, но тоже не фонтан. Но где-то ты слышишь эту песню и вспоминаешь это кино. Ты смотришь это кино и вспоминаешь эту песню. Я в жизни не поверю, что у Пригожина не хватило денег, чтобы обратиться к какому-нибудь пивуну, чтобы тот быстренько что-то простое, громкое, звучное, не написал и не сыграл. Но все-таки я на месте данного товарища, я про Пригожина, при съемках следующей «Лучших в аду», но обратился к кому-нибудь, кто в этом понимает. Я не хочу сказать, что вот нужно нанять ему Бондарчука, вот этих актеров, тех актеров. Нет. Найди человека, который умеет писать сценарий. Найди человека, который умеет ставить сцены, прорабатывать все вот эти личные характеристики, который сможет заставить нас сопереживать герою. Не просто смотреть на беготню взрослых дядек с автоматами из точки А в точку Б, о том, как они передают команды по рации, о том, как люди стреляют, взрывают, летают, как тут кого-то где-то чего-то оторвало, разорвало, об стенку расплющило. А именно, ну вот, ты посмотрел какое-то небольшое количество времени про этот отряд, где этот семьянин, этот зэк, этот, то, этот, все. И ты уже просто знал, вот этот побежит, этот подхватит, тот стрельнет, и все вместе они вырежут и выполнят то, что им сказали. И тогда, ну, это будет просто-напросто супер-пупер крутое кино, которое будут смотреть все. А так, если хотите посмотреть этот фильм, зайдите на YouTube, наберите в поиске «Лучшие в аду», и вам выпадет полсотни каналов, которые перезалили это видео к себе. И можете посмотреть. Как-то оно так. Следующий сериал, вернее, следующим номером идет сериал 1703. С Куценко в главной роли. Сериал, ну, по большому счету, ничего, ни о чем. Питерская РОВД приезжает новый опер, которого папа большой начальник в Москве. Начальник этого РОВД начинает сильно переживать, зачем он сюда приехал, наверное, меня подсидеть, подсадить, подставить, то да все. И дает команду, ты давай с ним работай и как-нибудь так понаблюдай. И Куценко с этим новым опером начинают вести расследование о похищении трупа из морга. По большому счету, если так вот думаться в сценарии, действия, кино ни о чем. Какого-то сильного действия, экшена не наблюдается. Но, во-первых, герои едут на машине. Без разницы, едут они ночью, едут они днем, утром, вечером. Это всегда съемки ночью.
То есть всегда либо желтый свет от фонарей, либо синеватый цвет от еще от чего. То есть всегда на улице темно. Все места, где герои бывают, за исключением там ночных клубов, это обшарпанные стены, деревянный пол с щелями. При этом, да, уже время наше, то есть. Но все равно, вот ты смотришь, этот вроде как строит из себя мента, но на самом деле хочет стать юмористом. Этот вроде как бы мент, но то ли застрелиться, то ли повеситься. Выпил бы, но не пью 4 месяца. Сериал пока еще не вышел. Ну как не вышел? Вышел. 2 серии показали. Сегодня-завтра 3-я серия появится. Вот лично у меня, но я спорить не буду, нет какого-то экшена. Но при всем при этом я этот сериал хочу досмотреть, мне нравится. Ну и, собственно, и все. В общем, как-то так. Некоторые иногда спрашивают, почему у меня нет распаковок на стриме. Распаковки есть, когда что-то приходит. А когда ничего не приходит, распаковок нет. Сегодня утром сидел в рекламных очках. Ну как в рекламных? Мне их подарили за то, чтобы я сделал им рекламу. Я этими очками был доволен. Но сегодня просто ни с того ни с сего, а право вот в этом месте щелк и сломалось. Пришлось достать свои старые очки. Вот сейчас сижу в своих старых очках. Ну, рекламодатель пообещал в ближайшее время отправить мне уже в металлической оправе новые очки. Придут, покажу вам распаковку и буду сидеть в новых очках. Разумеется, ссылку на них добавлю в описании. Ну и, соответственно, сегодня с утра купил ботинки. Через неделю-две приедут, если Почта России, которая сегодня анонсировала прием упаковок от своих, и не только своих, посылок на вторпереработку. Если вот эти вторперерабатывальщики не будут тормозить и доставить быстро, то через неделю, через две посмотрим распаковку моих ботинок новых. Хотя там, в принципе, ни в ботинках, ни в очках смотреть не на что. Очки, 2 стеклышка с дужками, ботинки, ну, в моем случае, почти военные берцы, с той лишь разницей, что теплые внутри и подошвы в носок, стальные пластины сделаны. Чтобы на случай, если наступлю на гвоздь, ножки больно не было. Как-то так. Ну, с учетом того, что по гвоздям я не сильно хожу, наличие металлической пластины в носке и в подошве меня не сильно беспокоит. Поэтому подождем и посмотрим. Ну а чтобы распаковок было больше, нужно больше донатов. Чем будет больше донатов, тем будет больше распаковок. А на нет и, как говорят, суда нет. Поэтому всем пока. Сегодня у нас какой день недели? Среда. И поэтому следующий выпуск у нас будет... Сейчас вам скажу, календарь посмотрю. Так, воскресенье у нас его не будет. А следующий выпуск будет в четверг.
20 числа. Ну и, соответственно, 20 числа и посмотрим новый стрим. А пока, всем пока, до скорых встреч. Присылаем свои вопросы, пожелания и все тому подобное. Ссылка в описании на разовую отправку вопросов. Ну а на многоразовую добро пожаловать на Бусти. Ссылка в описании тоже будет. Все. Пока.